почему этот район Малги выбирают для жизни не только испанцы, но и в последнее время русскоязычный. И это студенческий район Театинос. Мы с вами сегодня по нему прогуляемся, посмотрим плюсы и минусы, я покажу его жемчужины, а также мы посмотрим цены на жилье, на аренду и покупку, вдруг вас заинтересует. И также не удивляйтесь, если вы увидите меня с разной прической, разной длиной волос, потому что часть видео я снимала еще в 2022 году. Так получилось, долго монтировала. Ну что, поехали! А начать я хочу с жемчужины университетского городка. Это ботанический сад. Причем вход для него бесплатный, абсолютно для всех, с понедельника по пятницу, с 10 утра до 6 вечера. И представляете, я в течение 3 лет не знала об этом, потому что приходила сюда где-то после 6, и он все время был закрыт. И я думала, что тут доступ только для студентов. А потом случайно узнала, и теперь периодически тут гуляю. И мне тут безумно нравится. Такое зеленое, красивое место отдыха для студентов, а также для всех жителей района. Это одна из жемчужин района Театинос, но есть еще одно уникальное место, которое я вам позже в видео покажу. Не пропустите! Конечно, благодаря чему образовался этот район, это университет Малаги. Вот один из первых корпусов. Университет образовался в 1972 году, то есть уже 51 год назад. Это факультет науки. Среди первых 3 также еще был факультет медицины, который стоит напротив науки, и еще факультет экономики, который находится рядом с исторической частью города, не здесь. В университете на данный момент 13 факультетов, 4 школы, еще там 2 центра, и еще там ауларио есть. Они тоже там, это отдельная часть, но это, конечно, не факультеты. Но, в принципе, даже вот эти школы, их тоже можно назвать факультетами в нашем понимании. Это просто в испанском, потому что там написано Escuela de Ingeniería, Escuela de Telecomunicación, Escuela de Informática. То есть школа информатики, школа инженерии, школа телекоммуникаций. В принципе, это то же самое, что факультет — это громаднейшее здание, это высшее образование. Это не школа в нашем понимании. Ну, вот так называется. Можно сказать, высшая школа, да. Это как у нас, наверное, высшая школа экономики сравнимо. Вот. Я бы даже так сказала. Также в университете обучается приблизительно 35-40 тысяч студентов ежегодно. Есть, конечно же, и бакалавры, и магистры. В самом университете я, конечно, не училась, подробно вам не расскажу, но в будущем планирую сделать выпуск, потому что у меня есть знакомые, кто учились или учатся в университете Малаги. Я думаю, это было бы интересно. Часть корпусов университета находится на улице Льва Толстого или Леон Толстой. Кстати, тут в нашем районе есть еще одна русская улица. Я вам о ней позже покажу. Хоть я и не училась в университете Малаги, но я была в нем несколько раз, так как сдавала экзамены по английскому языку. Также была в библиотеке, тут их целых 2 большие. Все находятся именно в старой части, потому что университет он разделен на 2 части. Часть, которая вот сейчас я вам показала, где ботанический сад и старые корпуса, как медицины и науки, там философии, еще право. Так еще есть и новые корпуса по инженерии и остальным наукам. Они находятся на последней станции метро, что очень удобно. До университета ходит метро на все его корпуса. Причем правительство Малаги приняло закон, то, что будут продлевать ветку вплоть до парка Технологико. Парк Технологико — это такое место, которое находится чуть дальше последних корпусов университета, то есть технологический парк, где находится много IT-компаний. И это будет очень классно. Я считаю большим плюсом жить в студенческом районе, потому что такая движуха, атмосфера молодежная. Вот если сравнить с рыбацкими районами Малаги, там Педрогалеха, Эль-Пала, там все-таки такой размеренный отдых. Там живут в основном пенсионеры, то есть более пожилой слой. Там часто есть и испанцы, конечно, и многие иностранные пенсионеры туда переезжают, покупают виллы и там живут. Это совершенно другая атмосфера. Если вам хочется молодежный дух, то Театинос для вас. Такого нет в других районах Малаги. То есть центр — это одна вещь, то есть все-таки больше туристы, а здесь именно студенты. Это очень-очень классно. Ну, а лично для меня один большой плюс этого района — это отличные рестораны и кафе. Конечно же, тут есть выбор и для студентов, так студенческий район, то есть дешевые кафе, где тапа за 1-2 евро. Конечно же, там куча соусов с сахаром и так далее, или в фритюре все, что я не ем и стараюсь этого избегать. Но с другой стороны, здесь есть огромное количество ресторанов и гастробаров на любой вкус и любой кошелек.
Они реально классные. Я считаю, Театинес – это гастромекка, поэтому я выделила этот район отдельно в своем гиде по лучшим кафе Малаги. И такого района больше нет. Вот серьезно. Я была во всех районах, где-то просто обычные местечковые кафе на районе, вот такого уровня, как в центре, только в Театинес. Помимо университетов, в нашем районе также есть высшая школа драматического искусства. Я вот в ней ни разу не была. Мой муж говорит, что там проходят также периодически спектакли студентов. Я так раньше ходила в Москве часто на студенческие спектакли. И это, думаю, классно. Если кто-то был, расскажите, как там. Еще большой широченный плюс этому району, то что тут широченные улицы и проспекты. Нигде такого нет. Он не похож вообще на типичную Малагу. И это, с одной стороны, и плюс, и минус. Плюс, что такой простор, прям как в России, да, широка душа. Но так как район новый, соответственно, тут меньше магазинов. Допустим, если старый район пойти, то там очень много всяких фрутерий мясных. Они здесь тоже есть, ну то есть не на каждом пятачке. Нужно пройти достаточное расстояние. То есть это уже может быть 10-15 минут, чтобы до магазина дойти. Даже тех же у нас очень много там есть. Вот Альди, Меркадоны, есть различные супермаркеты, но тоже они не настолько близко находятся, смотря где ты живешь. Вот эти здания, которые вы видите, высотки. Для Малаги 9-12 этажей это уже высотки. Они были построены вообще при мне, то есть за последние несколько лет. Конечно же, напрашивается вопрос стоимости жилья в этом современном развивающемся районе. Я посмотрела на сайте Идеалиста, ну, самый стандартный сайт, да, для поиска жилья, для покупки и для аренды. И аренда. Здесь я хотела все сделать на уровне двухкомнатной квартиры, то есть, как вы помните, да, 2 комнаты и плюс зал. То есть зал, он не входит в количество комнат. А так, двухкомнатных вообще сейчас, на данный момент, в районе Театинеса я не нашла. Были либо 3-комнатные, либо 1-комнатная. 1-комнатную квартиру можно найти за 700 евро в этом районе, но она была одна единственная. Все остальные квартиры были 3-комнатные и больше. Соответственно, на них цена была от 1200 евро. Но они и с гаражом, и с лифтом, там, с урбанизацией, с бассейном, все достаточно прилично. Дешевых тут аренды нет. Хотя в целом и в Малаге аренда сейчас очень-очень дорогая. А если вы хотите купить 2-комнатную квартиру, то самый дешевый вариант, который я нашла на данный момент, это 175-185 тысяч. Причем это обычно либо будет нижний 1-й этаж, обычно без лифта, без гаража, то есть самый-самый минимум. А если что-то уже поприличнее, то цены начинаются даже не от 200, а от 280 тысяч евро. И дальше 300-350. Район не дешевый. Раньше он был, ну не знаю, раза в 2, наверное, дешевле. Еще 5 лет назад можно было квартиру и за 150 тысяч купить нормальную. 150-170 прям очень хорошую. То сейчас где-то 300-350. То есть вы понимаете, цены в 2 раза выросли просто нереально. На этот район большой ажиотаж. Я считаю, цены на недвижимость мы отнесем к минусам этого района. Оно здесь дорогое. Также, что отличает этот район, что все здания расположены в основном в урбанизациях. Это наиболее часто. То есть есть внутри свой внутренний парк, бассейн, конечно же, коммунидат, то есть коммунальные услуги вы будете платить чуть больше, но это очень комфортно для жизни и для детей в том числе. Посмотрите на масштаб, просторы и что удобно, что видны горы. То есть не только инфраструктура. Это мне очень нравится в Театинесе, то, что близко к природе. Театинес вообще очень разный. В нем соседствуют такие белоснежные здания, вот такие коттеджи вместе с высотками. Уживается и современность, и старина. Какой еще большой плюс этого района для родителей, это, конечно же, школы. Школа тут ценится, учителя хорошие. Я разговаривала с многими знакомыми, и все отзывались очень хорошо о школах этого района. Есть и билингвальные, то есть 2 языка, причем публичная, общественная школа. Также я готовила уже 2 видео про школы испанские с Любой, и она как раз делилась в целом о школах и конкретно про школу в Театинес, куда ходят ее дети. Можете посмотреть и составить свое впечатление. И как вы видите, многие школы здесь огорожены таким забором, и все они бетонные. Деревьев там практически не встретишь, может, какие-то островки. Вот так дети выходят на переменки и гуляют на бетоне.
Также очень большое удобство этого района – это общественный транспорт. Например, я отсюда могу на 4 разных автобусах добраться до центра. Причем 2 из них едут более-менее по одной и той же дороге, а 2 других по разным. Соответственно, вы можете куда угодно добраться и достаточно быстро. Плюс сейчас, когда открыли весной станции метро до рынка Атрасанс, то есть до самого-самого центра, добраться в центр всего лишь 15 минут на метро без пробок. Я теперь автобусами даже не пользуюсь, хотя и тем удобно. Тут никаких нет проблем. И при желании, кто хочет просто прогуляться, кто не хочет ехать ни на чем, за час можно пешком дойти до центра. То есть всего лишь 5 километров. Я считаю, что это не так далеко. Хотя, с одной стороны, многие думают, что это район на отшибе. Он вообще, естественно, он на окраине города. Но, с другой стороны, к центру достаточно близко и очень хорошо оснащен. Плюс еще большим минусом все называют то, что в этом районе нет моря. Но вы сами подумайте, вот если вы постоянно живете, вы часто бываете на море, прям каждый день ходите к нему. Есть, да, люди, которым это просто необходимо. Но есть те, с кем я разговаривала, что наоборот говорят, ну вот мы пожили пробно 1-2 месяца у моря. И поняли, что мы особо-то и не ходим на него, но есть оно и есть. А главное же для жизни обычные потребности, то есть, что были магазины, были школы, был транспорт, была удобная инфраструктура, комфортный район, чистый. Если зеленый, то вообще отлично. То есть какие плюсы обычно для жизни? Море, оно на самом деле не на первом месте. Это для туристов, там, для отпуска, да, тебе нужно море. Но когда ты живешь постоянно, море уже не в таком приоритете. Также хочу дополнить про магазины. Да, их здесь большое количество, но расположены они очень далеко друг от друга. То есть нет такого, что в соседних домах тут продуктовый и там продуктовый, как идешь в старой части города, где они просто напичканы, те же карнисерии, то есть мясное дело, либо там фруктовые лавки, фрутериес. И отмечу насчет фрутериес, как считается обычно, идите в фрутерию и купите там классные свежие овощи и фрукты. И обычно намного дешевле, чем в супермаркетах, в той же Меркадоне, там, Lidl, Carrefour и так далее. И лучше качество. А в Театинес это не совсем так. Во фрутериях, качество обычно, да, хорошее, но цены не дешевле, чем в супермаркете. Даже часто бывают дороже. Поэтому какой есть выход? Последние примерно пару лет появился у нас привозной рынок по понедельникам на одной площадке, где обычно парковка. То есть с утра там полдня точно приезжает рынок со своими овощами, фруктами, там даже еще какое-то барахло из одежды, даже цветы можно купить. Цены в раза в 2 дешевле, чем в магазинах, и качество отменное. То есть теперь мы очень часто по понедельникам там покупаем фрукты и овощи. Мне кажется, уже местные многие тоже знают, кто тут живет постоянно. Это просто отлично. У нас даже был как-то прикол с нашей соседкой. Я уже возвращалась с полной тележкой, естественно, тележка на колесах. И спускается моя соседка и такая спрашивает, ты, наверное, уже весь рынок скупила? Я такая, да нет, я говорю, еще осталось. Расположение магазинов и цены в фруктовых лавках я считаю минусом этого района. Также, конечно, очень много китайских магазинов, но есть и 2 больших супермаркета китайских, в которых можно найти всякую всячину. И для школы, и из одежды, вообще для всего, и для дома, для кухни. Та-дам! Это комната с квестами. Я заметила, что многие мои знакомые друзья из России не знают, что они существуют в Испании и, в частности, в Малаге. И вот этот квест состоит из 2 комнат. Один посвящен Гарри Поттеру, другой — краже бриллиантов. Я советую пройти. Мы первый раз попробовали на мой день рождения в этом году. Нам понравилось безумно. Так что имейте в виду, в Малаге таких центров на самом деле много. Если вы поищете по карте Google, в Театинесе есть как минимум 2. Один, по-моему, закрылся, было раньше 3, а в центре их очень много. Что очень распространено в Театинес, и это огромное количество британских школ по изучению английского языка. Они реально тут на каждом шагу. На нашей улице школа, вот я иду школа, там по одной улице тоже несколько школ. В принципе, на многих улицах я их встречаю. Сейчас очень популярно, что детей дают прямо сейчас с очень маленького возраста в такие школы изучать английский язык. У нас и у друзей девочка уже занимается и достаточно хорошо понимает английский язык. А некоторые ходят, то что здесь часто, когда билингвальные сады или школы, вторым языком не всегда бывает английский, бывает французский. Близость Франции. И так тоже у нас у одного друга сын ходит, и он уже на французском хорошо говорит.
хотя ему всего 9 лет. Также этот район достаточно зеленый и много различных парков и скверов. Конечно, тут нет таких громадных парков, как рядом с морем, как парки Оэсте или парки Уэлен. Но здесь тоже своих хватает, и есть зоны и для детей. Также есть и спортивные площадки, то есть с большим количеством тренажеров в разных частях района. Вот даже как назвали — Гимнасио Индлякая, то есть спортивный зал под открытым небом. Очень большое количество тренажеров. Мне очень нравится этот киношный парк для детей. Посмотрите, как его раскрасили. Тут все сделано реально как кино, как кинолента. Он совсем небольшой, но очень-очень яркий. И за ним расположен еще один парк. И вот следующий парк напротив киношного. Парк, посвященный битве Братья-Тинес против Наполеона. Он совсем небольшой. Парком его с большой натяжкой можно назвать. То есть, видите, большое количество ступенек можно сидеть. Там перед ними сцена, на которой проходят концерты, очень часто джазовые, либо музыка на районе, либо еще какие-то мероприятия по районам очень часто проходят в Малаге. Также здесь занимаются спортом. Может быть, аэробика, пилатес, йога, я видела разные. И вот напротив ступенек сцена, небольшая совсем, на которой проходят такие концерты. Здесь часто восстанавливают стулья перед сценой, либо на ступенях, кто как хочет сидеть. Вот такое уютное место. Я бы сказала, скверик. И вот небольшой памятник, посвященный этой войне против Наполеона в 1810 году. А вот и вторая жемчужина этого района. Это парк Лагуна де Баррера. Здесь находится озеро. Сейчас это отличный парк для пикника. Можно позагорать. Многие тут бегают вокруг, занимаются спортом, бегом. Также есть, конечно же, площадки для детей. И посмотрите, какая лагуна. Красота просто. Также можно покормить там гусей, уток, черепах, рыб. Рыбы там супер-супер толстые. Я помню, когда была пандемия, и мы сидели все по домам, в нашем чате среди соседей было сообщение, кто может там собрать, не знаю, хлеб или еще какие-то продукты, чтобы покормить животных. Потому что эти животные, они уже не дикие. Они привыкли, что к ним каждый день приходят люди и кормят. Соответственно, в пандемию никто не приходил, естественно, они изголодались. И уже там какие-то волонтеры ходили и их кормили. И я уже много раз снимала, мне кажется, видео с этого парка. Здесь отличные виды. Вы, наверное, заметили. И этот парк Лагуна, он располагается в старой части района Театинес. Часть называется Ла Колония Санта-Инес. Посмотрите, он весь такой кирпичный, одноэтажный район из красного кирпича. Этот район был раньше промышленный. Сейчас тут уже остались, как бы сказать, предки. Семьями просто живут. То есть это часть, где добывали глину из этого озера и занимались гончарным мастерством. То есть если присмотреться, крыши этих домов, они такие черепичные, где-то с керамикой. Там есть башни красивые. Он такой достаточно самодостаточный район, как мини-пуэбло такое совсем. Тут все есть. Тут есть библиотека, церковь. Реально все. И я уверена, что жители знают друг друга. Район очень милый, аутентичный. Где бы вы еще видели перед дверью сушится белье. Прямо перед входной дверью. Но есть также и, наверное, такие белые домики очень красивые. И фонари очень старинные. И вот осталась башня, как напоминание о тех временах. Малага же в начале 20 века была очень промышленной. И сейчас здесь нет фабрик. Только фактически туризм. И также развивается как IT-столица Испании. И вот здесь сушат белье, прям как в деревне, между деревьями. Или как я показывала в Грузии. А еще когда-то здесь праздник, вот Ферри, про который говорила летом, посвященный их покровительнице. Вообще весь народ выходит из домов, они выставляют стулья, столы прямо перед входом, празднуют. То есть такое, все вот на улице, и это очень классно. И вот их местная библиотека. Смотрите, какая симпатичная, с красивой черепичной крышей.
Район очень классный. И мне безумно нравится их арка. Она очень красивая. Прямо за мной расположена администрация Театинс, где вы можете получить электронную подпись, либо прописаться. Я как раз тут это все и делала. А еще в Театинс можно водить экскурсии, потому что здесь уникальное граффити об истории Малаги. Оно было закончено 31 мая этого года. Я видела, как граффитисты его рисовали постепенно. Думаю, вы уже узнали Антонио Бандераса. А вот мужчина, очень тоже известный комик испанский. И малагийский, конечно же, Чикита де ля Кальсада. Я про него тоже как-то уже рассказывала. Тут очень много известных личностей. Тут есть первая женщина-футболист. Она считается одной из первых в Испании. Здесь мне показалось, что это Гарсия Лорка, оказался не он. Короче, ну вот, конечно же, Пикассо, который все знают. Пикассо и Бандерас знают все. Символ Малаги. Конечно же, приходите сюда и читайте, кто тут все года. Тут все про всех расписано, кто есть кто. Конечно же, на испанском, но переводчик существует, никаких проблем сейчас нету. И, конечно же, еще хотела обратить внимание на вот этого мужчину, певца. Видите, у него в руках биснага, тоже символ Малаги. Граффити очень-очень классное, там сделано супер. Мне безумно нравится. Теперь это наша достопримечательность. А вот этот мужчина под номером 10 вообще, мне кажется, похож на Пушкина. Вам не кажется? Вот, тут даже неандертальцы уже ходили со спетом де сардинес. Они понимали толк в малагийской кухне, что сардины — это вкусно. А с другой стороны, другое граффити известного граффитиста малагийского Лалоне. Это тоже было на моих глазах, как его рисовали. Дети, правда, немного страшноватые, на мой взгляд. Мне только нравится вот эта девочка с радужными руками. И даже здесь вы поймете, что вы находитесь в Малаге, потому что девочки на шапке — символ футбольного клуба, который, кстати, сейчас переживает не лучшие времена. Как вы думаете, что это за красивое, отдельно стоящее здание в Италии? Похоже на отель, не правда ли? Но это не отель. Ну, или, можно сказать, отель для пожилого возраста. Или, как по-русски называем, дом престарелых, а на испанском это резиденция. И таких резиденций в районе Театинес две. Одна здесь, на таком просторном проспекте, а другая находится на улице Плутарко. Там среди баров, чтобы они были в движухе в студенческой. А сейчас мы подошли к одному из самых страшных зданий района Театинес. Это уродливое серое здание Ciudad de la Justicia. Или суд. Здесь находится, также находится ЗАГС. Так кто собирается жениться в Малаге, сюда подают документы. И мы в том числе подавали. Нас их долго проверяли. Но, в принципе, все быстро нам подтвердили, и все получилось. Я вот уверена, что, а улицу Кандинского вы не ожидали увидеть в Малаге. На улице Кандинского находится центр занятости. Хочу подвести итоги к этому видео о плюсах и минусах района Театинес. Самые главные минусы для меня – это дорогая недвижимость для покупки и аренды, также дорогие фруктовые лавки и не такой большой выбор магазинов в целом, большие расстояния и отсутствие моря. Ну а плюсов у района значительно больше. Это современный район с широкими проспектами. Есть большое количество парков, хоть они и небольшие, но достаточно зеленый район. Также хорошие школы. Есть большая больница, о которой я забыла раньше упомянуть. То есть есть госпиталь, который очень быстро добраться. Это он общественный. Там есть, естественно же, и скорая. То есть если что-то случится, есть возможность быстро получить помощь. Также здесь находится университет, свой студенческий вайб. То есть если у вас, допустим, дети, студенты, подростки, и вы тут живете, вам очень удобно. Не нужно отдельно платить за какую-то резиденцию для студентов. Также здесь удобный общественный транспорт, достаточно быстрый, и отличные кафе и рестораны. Друзья,
Надеюсь, мое видео оказалось информативным и полезным вам. Тогда поставьте лайк. Если я что-то не раскрыла и у вас остались какие-то сомнения и вопросы по району Театинос, напишите обязательно в комментарии. Также я буду в дальнейшем готовить выпуски про другие районы Малаги. Это все, конечно, не так быстро, постепенно. Обязательно сделаю.